Большинство владельцев беззеркальных камер Canon EOS R5 и EOS R6 жалуются на производительность. Несмотря на то, что с этими камерами доступна аккумуляторная батарея повышенной емкости LPE6NH, фотограф успевает произвести с некоторыми настройками всего лишь 250 снимков. Как сделать больше кадров на штатную батарею и не прибегнуть к дополнительной трате денег на второй аккумулятор или специальный батарейный блок, предназначенный для увеличения длительности съемки, вы узнаете в этом видео. Привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал. Мне несомненно приятно использовать беззеркальную камеру Canon R6, взаимодействовать с ее превосходным электронным видоискателем, настройку которого я покажу в отдельном видео. Пользоваться замечательным автофокусом, записывать видео в 4К с частотой 60 кадров в секунду. Но как же быть, когда ты входишь во вкус, перед тобой находится модель или пейзаж с замечательным светотональным рисунком, а у тебя так быстро садится аккумулятор? Ух, как несправедливо. Но все по порядку. Давайте проанализируем метод съемки только с видоискателем. Мы умышленно отключим экран. В настройках меню, 5 пункт с ключом, 3 вкладка «Отображать на экране видоискатели», выбираем видоискатель или просто поворачиваем экран лицевой стороной от нас, тем самым закрыв его. Предположим, съемка проходит при температуре 23 градуса по Цельсию. И на этом этапе нам понадобится опять воспользоваться меню, чтобы внести изменения в настройки. Меню, 1 пункт, 8 вкладка «Производительность экрана, плавность, экономия энергии». Выбираем плавность. Честно скажу, что наблюдать видоискатель с этой настройкой – настоящее удовольствие, так как доступна частота обновления 120 кадров в секунду и быстро движущиеся объекты отображаются плавно. Так вот, в этом методе съемки мы успеем произвести примерно 250 кадров до полного разряда батареи с учетом того, что начинали съемку с полностью заряженным аккумулятором LPE6NH. Если мы изменим настройку производительности экрана на экономию энергии, то с теми же условиями, полным зарядом аккумулятора, камера произведет уже 380 снимков. Продолжаем увеличивать производительность и изменяем предыдущий метод съемки на экран. Меню, 5 пункт с ключом, 3 вкладка «Отображать на экране видоискатели». Выбираем режим «Авто 1» или «Экран». Вы можете применить режим Авто 2 с автопереключением с экрана на видоискатель, который активируется благодаря датчику, но задев случайно его, камера начнет потреблять дополнительную энергию и сэкономить батарею не получится. Я выбираю экран и вношу изменения в настройках. Меню, 1 пункт, 8 вкладка, производительность экрана, плавность, экономия энергии. Выбираю плавность. С этими параметрами и температурой воздуха, о которой уже упоминалось ранее, мы создадим примерно 360 кадров. Изменяем настройки производительности экрана на экономию энергии с теми же условиями. Изначально полным зарядом аккумулятора камера создаст уже приблизительно 510 снимков. Думаю, у владельцев Canon R6 настроение постепенно улучшается. Но это еще не предел производительности. Разбираемся с настройками дальше. Максимально, на что вы можете рассчитывать со стандартной конфигурацией, то есть без батарейного блока Canon BG-R10, о котором упоминалось в начале видео, это 790 кадров с производительностью экрана экономия энергии и 590 кадров с производительностью экрана плавность. Этот режим я воспринял не просто дополнительным бонусом, а настоящим подарком. Заходим в меню, выбираем 5 пункт с ключом. На второй вкладке активируем эко-режим. Теперь яркость экрана уменьшается, если камера не используется в течение 2 секунд. Приблизительно через 10 секунд после снижения яркости экран выключается. Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, достаточно нажать на половину кнопку спуска затвора. Все просто. Если вы обладатель 2 аккумуляторов и имеете батарейный блок BG-R10, то вы в привилегированном положении. С производительностью экрана, экономией энергии и методом съемки экран вы сможете произвести 1020 кадров, а с видоискателем 750.
Пока у меня нет дополнительного аккумулятора и батарейного блока, поэтому цифры 1020 и 750 взяты из руководства по расширенным операциям. Canon EOS R6 имеет полезную функцию для операторов, следящую автофокусировку. Если она включена, при видеосъемке камера непрерывно фокусируется на объект, даже если кнопка спуска затвора не нажата наполовину. Из-за постоянной работы привода объектива и расхода энергии аккумулятора возможное время видеосъемки сокращается, поэтому давайте отключим ее. Второй пункт меню, первая вкладка, видео серво AF отключить. Доступное время видеосъемки в 4К UHD с методом сжатия данных IPB стандарт 60 кадров в секунду приблизительно 1 час 20 минут. Не стоит забывать, что максимальное время записи одного видеофильма составляет 29 минут 59 секунд. По прошествии этого времени запись автоматически останавливается. Камере необходим перерыв. А вот доступное время видеосъемки Full HD 30 кадров в секунду приблизительно 2 часа 40 минут. Видеофильмы с качеством Full HD можно записывать с высокой частотой кадров 120 кадров в секунду. Это очень удобно для съемки видеозаписи для замедленного воспроизведения. Максимальная длительность записи одного видеофильма составляет 7 минут 29 секунд. Сколько камера проработает в данном режиме, я, к сожалению, не проверял, но уверен, что расход аккумулятора будет большим. Чтобы добиться максимального времени работы камеры, давайте настроим еще несколько параметров. Начнем со стабилизатора изображения. Этот режим обеспечивает эффективную стабилизацию, даже если объектив не оснащен функцией Image Stabilizer. И я планирую снять об этом отдельно видео, но пока мы его отключим, так как он сокращает заряд аккумулятора. Заходим в первый пункт меню, открываем вкладку 7, режим AS отключить. Придется отказаться от использования функции беспроводной связи. Кстати, об этом на канале уже есть видео, доступное в подсказке. Это очередная полезная функция, которая позволяет использовать смартфон и компьютер в качестве дистанционного управления камерой, передавать изображение и так далее. Но активация Wi-Fi и Bluetooth сокращает работу аккумулятора. Следовательно, и количество снимков, о которых я говорил ранее. Давайте проверим настройки. Меню, 4 пункт, режим в самолете, включение. Следующая моя любимая функция, с которой приходится на некоторое время расстаться, непрерывная автофокусировка. Она поддерживает общую фокусировку на объект. Камера готова фокусироваться сразу же после нажатия кнопки спуска затвора наполовину. Второй пункт меню, первая вкладка, непрерывный AF отключаем. Если задано значение «включить», доступно меньше число снимков, поскольку энергия аккумулятора постоянно расходуется на привод объектива. Мы рассматривали производительность камеры Canon EOS R6 с некоторыми условиями, температура, заряд аккумулятора и получали приблизительное количество кадров. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что это приблизительное количество кадров. Элементарное длительное нажатие кнопки спуска затвора наполовину сокращает количество кадров. И самое страшное, что вы от меня сегодня услышите, объектив получает питание для своей работы от аккумулятора камеры. С некоторыми объективами аккумулятор может разряжаться быстрее, чем с другими. Как вы можете предположить, идеальных условий добиться сложно, и, например, повышенная или пониженная температура окружающей среды ограничит производительность камеры. Помимо этого, со временем ухудшаются технические характеристики аккумулятора. Давайте сейчас проверим его состояние. Заходим в меню, выбираем 5 пункт, 5 вкладку «Информация о батарее». Нам доступно несколько уровней состояния эффективной емкости аккумулятора. Первый, 3 зеленых прямоугольника, свидетельствует о хорошей эффективной емкости. Если отображаются только 2 желто-зеленых прямоугольника, то эффективная емкость аккумулятора несколько ухудшилась. И если изображен один красный прямоугольник, то необходимо приобрести новый аккумулятор. Надеюсь, это видео вам помогло разобраться с производительностью камеры Canon EOS R6. Буду рад получить обратную связь в комментариях, а также пожелания, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. А еще я бы хотел выразить благодарность тем, кто поддерживает меня. На канале уже более 110 подписчиков. Рад делиться своими знаниями и опытом. До новых встреч!